Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте обсудим текущие события, которые произошли, а также что происходит на рынке и куда ожидать движения от рубля, нефти, золота и других активов. Так, друзья, во-первых, срочная новость. Президент Путин собирается привиться от коронавируса во вторник, то есть завтра. Достаточно интересное событие, потому что подобное действие, оно послужит наиболее эффективной рекламой для российской вакцины. И вообще это положительный пример для населения в части того, чтобы вакцинироваться. Так, вот еще в телеграм-канале я запустил по акциям, по которым были вопросы, то, что я успел сделать, это по Сбербанку, по Аэрофлоту и Черкизово. Если вам интересно, можете посмотреть. Так, что касается сегодняшних событий, было выступление главы Пауэлла, выступление президента Бундесбанка Ваймана и президента Центробанка Мексики. Они обсуждали развитие Центробанка в эпоху цифровых валют. То есть, что и как делать, как жить с цифровыми валютами и как дальше оцифровываться и превращаться в биты и байты. Шучу. Как эффективно использовать современные технологии для того, чтобы еще более эффективно работала финансовая система и надувала еще более большие и мощные пузыри. Так, по Соединенным Штатам вышла статистика, несколько негативная. Продажа на вторичном рынке жилья, она хуже ожиданий. И на текущий момент вот эта статистика по количеству продаж на вторичном рынке, она указывает на то, что рынок Соединенных Штатов несколько остывает. Так, Федеральная резервная система сегодня опубликовала сводную годовую отчетность за 2020 год. Исходя из этой отчетности, доходы федеральных резервных банков Соединенных Штатов за 2020 год составили почти 89 миллиардов, что на 33 миллиарда больше, чем в 2019 году. И что здесь еще примечательно? Примечательно здесь то, что активы американской федеральной резервной системы, то есть американского Центробанка, если так все упрощать, стали 74 триллиона долларов. За год они выросли на 3,2 триллиона долларов, то есть почти удвоились за год. И здесь, как ни крути, баланс очень большой, периодически будет прорывать и скакать доходность по американским облигациям и другим инструментам. Так, и что касается сегодняшней конференции, которая была между Пауэллом, председателем мексиканского и немецкого центробанков, то здесь примечателен тот факт, что они обсудили текущие вопросы, сошлись во мнении на том, что биткоин по сути это современная замена золота, и судя по той степени обсуждения, которая придается этому вопросу со стороны центробанков, пора, наверное, переходить к тому, что часть резервов уже не в золоте, а в биткоинах создавать. Но это так, шутка. Так, но тем не менее, десятилетние американские казначейские бумаги пошли немножко вниз. Вот на дневном таймфрейме видно, что здесь, возможно, у нас произошел разворот. И доходность трежерей будет падать. Но об этом можно будет говорить только в том случае, если произойдет движение вниз, которое приведет к пробою 1,6. До этого момента, я думаю, преждевременно говорить, что вот этот тренд на рост доходности американских трежерис, он переломился. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм, индекс страха и волатильности. Здесь сейчас идет борьба, которая по логике вещей должна привести к тому, что здесь будет отбой, и мы пойдем наверх. Если здесь отбой по каким-то причинам не возникает, и мы получаем пробитие 19, то отсюда развивается движение вниз, то есть снижение волатильности. Цель этого движения будет находиться, первая цель в районе 17-17,5, вот здесь вот. Но лично мне такое движение видится на текущий момент маловероятным. Если только это будет коротенький задерг вниз для того, чтобы повыбивать всех, кто в позиции здесь находится, и после этого движение наверх. Так, далее индекс доллара DXY, дневной график, но здесь он замер над сильным уровнем, и пока не будет уверенного пробития либо 92,2, либо 91,5, вот он в этом диапазоне и будет ходить.
Если все-таки действительно трежерис развернулись и пойдут вниз, то тогда мы увидим завтра, послезавтра тестирование на пробой вот этого диапазона. Так, американский индекс S&P 500 SFD на фьючерс, он растет, невзирая на то, что плохие данные вышли по продаже вторичной недвижимости, он все равно как бы идет наверх, и цель у него 4000. Но переходя на 4-часовой график, здесь, в общем-то, реализуется тот сценарий, который с утра мне виделся наиболее вероятным. То есть сначала он приходит на 3955, и здесь после определенного нахождения, проторговки, консолидации он пойдет далее наверх. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, вот здесь у нас уровень 63,4. Если мы вот это значение, диапазон 63,4, 63,8 не пробиваем, то у нас либо от текущего значения, либо из этого диапазона развивается отскок. И цель этого отскока сначала пробить 65.12, потом потестить вот этот сильный уровень 66.25. Так, далее золото. По золоту у нас сегодня была высадка. Вот здесь потестили поддержку. После этого застряли, не пошли ниже 1725-1721. И, соответственно, сейчас отсюда развивается движение. Цель этого движения закрепиться на 1743-1745. Вот здесь в этом диапазоне. Ну и, соответственно, отмена этого сценария происходит, если развивается коррекционный откат и пробой уровня 1725. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. По серебру рост не произошел, но по серебру какой был нюанс? Дело в том, что по золоту позиции американских спекулянтов выросли, а по серебру они снизились. Вот. Опять же, то показывает, как работает корреляция между изменением позиции и то, что происходит на рынке. Сейчас пробили 25.85. Я думаю, по нему сейчас целесообразно понаблюдать. Здесь с одной стороны нарисовалось двойное дно, и если не пойдет дальнейшего движения вниз пробитием 25.4, 25.45, то весьма вероятно здесь по факту того, как пойдет движение наверх и будет пробито 26, разовьется движение, цель которого будет 26.3 и потом 26.6, 26.7 вот сюда к этому значению. Вот. Но я пока бы его не трогал, потому что явного сигнала на разворот нету, но с другой стороны здесь, можно сказать, двойное дно сформировалось вот с этой точкой, и как только здесь еще немножечко продлится проторговка и будет пробито 26 на объеме, весьма вероятно пойдет движение, у которого промежуточная цель 26,7, вот сюда вот. Но если развивается повторное движение и пробитие вот этого диапазона, то мы получаем уход сначала на 24.75, и потом у него есть сильная поддержка в районе 21. Но смотрите, вот с серебром очень интересная ситуация, потому что здесь вот буквально до ночи с 19 на 20 марта все развивалось достаточно ровно да гладко. И все как бы указывало на то, что отсюда пойдет рост. Вот, но вот буквально вот здесь что-то пошло не так, и все это дело провалилось. И причем, обращаю внимание, что в пятницу вышли сот SFTC, и по серебру как раз была просадка. Ну, там небольшая, но тем не менее, значит, кто-то выходил и принимал во внимание, что такое движение возможно. Так, друзья, далее евро-доллар. Вот здесь ситуация достаточно интересная, потому что сейчас будет тестирование 1,1942. Вот если этот уровень будет пробит, и здесь начнется закрепление или дальнейшее движение, то весьма вероятно, что уже завтра мы увидим тестирование 1,1987-89, вот сюда вот. Если вот этот уровень не пробивается, и при этом происходит откат с пробитием 1,1907, то у нас отсюда развивается импульс движения, цель которого 18,73, вот сюда вот. Но сегодня рост евро таки произошел, была небольшая высадка, но эта небольшая высадка, она привела к тому, что все откупили и евро пошел наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD руб tomorrow.
что здесь интересно, что здесь примечательно. Многие люди придерживаются точки зрения, что ситуация с Турцией, она вызвала такое же движение и в рубле. Я думаю, это не совсем так, потому что если анализировать другие развивающиеся валюты, то такой развивающихся стран, то такой закономерности она не прослеживается четко. Обращаю внимание, что вот рубль-доллар мы сейчас подошли к уровню 75. Этот уровень мы его не пробили, сразу от него пошел откат. И на текущий момент надо будет посмотреть, как будет развиваться прохождение этого уровня. Пока на текущий момент при таких ценах на нефть вполне как бы логично отбиться и откатиться хотя бы на 74,5. Так, друзья, переходя к часовому таймфрейму, что здесь примечательно? Ну, смотрите, если не будет сегодня пробития вот этого значения 75,1, то весьма вероятно, что вот это движение, оно на сегодня закончится откатом в район 74,4, 74,45. Если здесь пробой сейчас произойдет, то мы весьма вероятно закроемся вот здесь вот на уровне 75,3. Такой сценарий мне сейчас видится при текущих условиях менее вероятным, нежели чем коррекционный откат на 74,45, вот куда-то сюда. Вообще в идеале откатиться бы на 74,1, возможно даже в район 73,65. Вот. Но пока насчет такого движения говорить рано, посмотрим, будет или не будет откат в район 74,45. Если будет и нефть хотя бы на таких значениях остается, то весьма вероятно вот это движение на укрепление, оно продолжится. Но не сегодня и не завтра. Ну, например, вполне возможно, что в среду, если никакого трэша не будет, мы увидим достаточно ощутимый коррекционный откат на укрепление рубля. Так, ну вот еще такой момент касательно SOTIS FTC по рублю. Там было пересечение нулевой линии, и американские спекулянты нарастили лонги, то есть вышли из отрицательной зоны. Ну вот сегодня как бы их ставка она не подтверждается, как бы рубль начал проседать. Но смотрите, там, я так предполагаю, вот то движение, которое по SOTIS FTC было, можете его посмотреть, видео, которое я в субботу выпустил. Там вот это движение, я полагаю, оно все-таки, наверное, действительно связано с тем, что ожидали повышения ставки ЦБ в пятницу. И в ожидании этого сделали ставку в пользу рубля. Так, друзья, далее фьючерс на РТС, июньский фьючерс. Дневной таймфрейм, но здесь смотрите, вот у нас нарисовалась поддержка, которая 143 500, 143 200. Если вот этот диапазончик не пробиваем, то у нас здесь по факту накопления отсюда разовьется коррекционный отскок. Первая цель этого отскока 148 200, это на 4-часовом таймфрейме. Ну и переходя на часовик, то что ждет нас на вечерке. На вечерке нас ждет наиболее вероятно отскок от 144 тысяч и движение вот сюда вот на 146 тысяч, ну хотя бы вот в район 145 500. Либо на вечерке, либо завтра с утра. Если здесь все-таки мы пробиваем вот этот диапазон, у нас отсюда следующая цель движения будет 143 500. Это если опираться на часовик. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на Telegram канал. Всего наилучшего, успешных торгов!